В небольшом баре на окраине Атланты пахло разлитым пивом, дешевым табаком и тревогой, которая всегда появляется там, где слишком много напряженных взглядов. В тот вечер сюда тихо вошли двое братьев, чернокожие близнецы Джеймс и Майкл. Имена звучали одинаково уверенно, хоть написаны были разными судьбами. Они с детства были похожи друг на друга как отражения, но внутри каждый нес собственную сталь и собственные шрамы. Особенно теперь, когда оба служили под прикрытием ФБР, оставаясь тенью там, где требовалась тишина. Бар был почти пуст, но несколько человек у стойки явно уже были на взводе. Среди них выделялись двое полицейских в форме. Они сидели боком к залу, бросая косые взгляды на всех, кто входил. Поначалу все выглядело как обычная проверка рейда, но стоило близнецам пройти к столу у стены, как атмосфера резко изменилась. Напряжение стало плотнее, словно воздух загустел. Полицейские заметили их сразу. Взгляды задержались дольше, чем стоило бы, а руки чуть сильнее легли на ремни, где висели служебные кобуры. Братья не проявили ни тени беспокойства, хотя прекрасно понимали природу таких взглядов. За годы андеркавер работы им приходилось встречаться с куда более опасными глазами. Они просто заказали воду и сели, внимательно следя за помещением. Бармен нервно вытирал стойку, поглядывая на форму и на братьев, будто ожидая, что что-то вот-вот вспыхнет. Когда копы поднялись из-за стойки, шум в баре стих почти полностью. Люди перестали разговаривать, даже музыка из старых колонок стала казаться тише. Полицейские подошли к столу близнецов медленно, словно приближались к мишени, а не к обычным посетителям. В их движениях читалась агрессия, уверенность в собственном праве давить, приказывать, угрожать. Они привыкли, что в таких ситуациях никто не сопротивляется. Джеймс и Майкл сидели спокойно, не делая ни жеста, который мог бы быть воспринят как провокация. Еще на входе они заметили, что копы были не из местного участка, а из подразделения, известного своей жесткостью. Внешне все выглядело как обычная попытка поставить на место тех, кто, по мнению некоторых, слишком выделяется. Но братья знали, рядом с этим местом проходит линия расследования, над которым они работали последние месяцы. Слишком много совпадений, чтобы считать все простой случайностью. Полицейские стояли почти вплотную. Их тени падали на стол, словно пытаясь подавить присутствие близнецов. Несколько секунд казались минутами. Напряжение росло, как перед бурей. Но братья оставались неподвижны, демонстрируя ту самую внутреннюю собранность, которой обучали только на закрытых курсах федеральных служб. Они не показывали страха, лишь холодную наблюдательность. Через несколько мгновений один из копов почувствовал что-то странное. Взгляд его скользнул по рукам братьев, по их осанке, по едва заметным следам служебных привычек, и в выражении лица появилось сомнение. Люди, которые боятся, выглядят иначе. Люди, которые скрывают преступления, ведут себя иначе. Перед ними сидели те, кто привык действовать, а не защищаться. Когда ближайший коп случайно заметил торчащий из-под куртки Джеймса внутренний федеральный бейдж, ситуация поменялась мгновенно. Мышцы полицейского дернулись, будто он получил удар. Он сделал шаг назад, потом еще один. Вторая фигура в форме побледнела, поняв, что произошло. Их уверенность рассыпалась на куски, как стекло под сапогом. Братья тихо встали из-за стола. Они не произнесли ни слова, слова были не нужны. Их спокойствие говорило громче любого предупреждения. Они просто вышли из бара так же тихо, как вошли, оставив за собой тишину и растущее понимание среди свидетелей, что те двое, на кого пытались давить, были не жертвами, а профессионалами, работавшими на уровне, которого присутствующие даже представить не могли.